Космос в нашем понимании — нескончаемое пространство, где может происходить что угодно. Современные мощные телескопы на Земле находят во Вселенной много интересного. А если подняться над планетой, тогда как на ладони становятся видны удивительные вещи, которые раньше были незаметны. Например, можно познакомиться со странными космическими объектами, гуляющими по небу только парами, или планетами, которые считались мертвыми и вдруг ожили. Нет, они не превратились в зомби, и вообще с ними не произошло ничего сверхъестественного. Просто с Земли астрономы не могли уловить слабое сердцебиение, геологическую активность внутри. В этот раз мы уже знаем о таких событиях больше. Для этого отправимся в путешествие по следам самых продвинутых зондов и телескопов, которые работали в открытом пространстве. Какие невероятные открытия удалось сделать из космоса? Уже на орбите мы встретимся с обсерваторией Чандра и попытаемся посмотреть на все ее глазами. Этот телескоп НАСА наблюдает за космосом в рентгеновских лучах, недоступных зрению человека. Он с 1999 года бороздит орбиту и за это время провел 25 тысяч наблюдений. Рентгеновская Вселенная благодаря Чандре перестала быть невидимкой. Для астрономов рентгеновские лучи особенно ценны, поскольку часто исходят от очень горячих объектов или высокоэнергетических событий. Например, это остатки сверхновых, горячая материя, окружающая вокруг черной дыры, либо нечто более неожиданное. Астрономы из Университета Массачусетса в США недавно столкнулись с одним из таких удивительных явлений в центре Млечного Пути. С помощью телескопа Чандра они засекли неизвестный источник энергии. Сердце нашей галактики практически невозможно увидеть в оптическом свете за плотной пеленой газа и пыли. Но Чандра в рентгеновском диапазоне отлично проникает сквозь этот туман. Обсерватория зафиксировала пару странных рентгеновских шлейфов рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец-А со звездочкой. Еще более интригующим стало наблюдение рентгеновской нити под названием G0.17-041 вблизи южного шлейфа. Эта нить показала ученым удивительное явление, которое они назвали новым типом активного процесса магнитного пересоединения. Обычно данный процесс происходит, когда два противоположных поля сталкиваются друг с другом, высвобождая огромное количество энергии. Однако странная нить намекает на ранее неизвестный межзвездный механизм. Он может управлять потоком энергии и, возможно, даже эволюцией Млечного Пути. Куда уходит эта энергия и как влияет на объекты внутри галактики? Пока наука не может ответить на подобные вопросы. Но данные обсерватории Чандра указывают путь к разгадкам сложных магнитных маневров Вселенной. Пересоединение происходит по всему пространству, где возникают скручивающиеся магнитные поля, и ученым уже кое-что известно о последствиях таких процессов. Больше узнать обо всем помог определенный тип черных дыр. Они окружены сильно намагниченной плазмой. Однако эти дыры быстро теряют магнитное поле, потому выбрасывают мощные потоки жесткого рентгеновского излучения из магнитосферы. Некоторые из таких монстров рождаются в результате коллапса намагниченных звезд. Подобные дыры наследуют магнитное поле родительского светила и еще приобретают собственное. В результате часто происходит перезамыкание разных магнитных линий. Они вытягиваются, разрываются и соединяются вновь в виде магнитных петель, содержащих плазму. Плазменные струи черных дыр приносят не менее неожиданные сюрпризы. Один из них открыл рентгеновский телескоп Чандра. Исследователи НАСА обнаружили на снимках, которые обсерватория сделала в галактике Центавр-А, след странной формы от мощного гейзера из плазмы. Его выбросила сверхмассивная черная дыра. Но астрономов шокировало не это. Давайте подробнее разберемся, что за неожиданное открытие сделала рентгеновская обсерватория. Галактика Центавр-А находится на расстоянии 12 миллионов световых лет от Земли. В ее центре расположена сверхмассивная черная дыра, которая питается материей из окружающего ее раскаленного диска. Время от времени монстр выбрасывает в космос гигантские струи плазмы. Они, как щупальцы вселенского осьминога, расползаются вокруг. Такую картину астрономы видели во многих галактиках,
но в Центавре А их ждало нечто необычное. На одном из новых снимков телескопа Чандра астрономы увидели, что одна из таких струй столкнулась с каким-то объектом. Однако рассмотреть, на что наткнулся поток плазмы, не удалось. Событие произошло слишком далеко от Земли. Тем не менее, кое-что выяснить об этом удалось. Результаты исследований показали, что струя плазмы из черной дыры движется со скоростью, близкой к световой. Используя самое глубокое рентгеновское изображение Чандры в галактике Центавр А, астрономы обнаружили V-образный участок струи. Странную форму поток плазмы приобрел в точке соприкосновения с неизвестным источником рентгеновского излучения. Длина каждого из рукавов струи составляет не менее 700 световых лет. Для сравнения, Солнце с ближайшей звездой Проксима Центавра разделяет всего 4 световых года. Загадочный объект назвали Си-4, но неизвестно, существует ли он сейчас. Пережил ли незнакомец космическое ДТП, или же он был полностью уничтожен мощной струей плазмы. Ученым еще предстоит с этим разобраться. Пока у исследователей есть несколько предположений, что представляет собой странный Си-4. По одной из версий, это самостоятельная массивная звезда или звездная система. Другая гипотеза относит Си-4 к разряду светил, которые ухитряются вращаться вокруг черной дыры. В таком случае рентгеновское излучение от Си-4 может быть вызвано столкновением частиц в струе и звездном ветре. Процесс увеличивает плотность газа в потоке. В данном случае рентгеновское излучение будет достаточно мощным, чтобы его могла зафиксировать Чандра. Однако объяснить V-образную трансформацию струи гипотеза не может. Поток рентгеновских лучей в одном из рукавов примерно параллелен изначальному направлению струи. Это подтверждает предположение о столкновении. Однако другой рукав расположен под большим углом к потоку излучения, что не соответствует версии. Исследователи галактики Центавр А уже не первый раз наблюдали, как струя черной дыры сталкивается с другими объектами. Есть несколько примеров, когда подобный поток врезается в массивную звезду или газовое облако. Но все объекты после катастрофы создавали на рентгеновском изображении эллиптические пятна. В этом отличие объекта Си-4, который образует V-образную структуру. Уникальная конфигурация потока плазмы может быть связана с природой объекта Си-4, и это создает главную интригу для астрономов. Возможно, странный объект окажется одной из удивительных звезд, до которых Чандра дотянулась рентгеновскими лучами. Например, она нашла несколько редких светил Вольфа-Райе, очень горячих и ярких, хотя сияющих в небе всего десяток миллионов лет. Среди находок Чандры есть и более невероятные звезды. Добрыми или особенно красивыми их никак не назовешь. Рентгеновская обсерватория зафиксировала группу пульсаров, которые обладают страшными свойствами. Даже название им дали соответствующее – пауки. Это настоящие космические убийцы, которые заманивают в свою гравитационную паутину более слабые звезды, а затем их уничтожают. Ученые выделяют два вида подобных пульсаров в зависимости от размеров их жертвы. Первый тип – красные пауки наносят вред звездам весом от 10-й части до половины массы Солнца. Второй – черные вдовы расправляются с соседками массой менее 5% солнечной. Разница в массе жертвы связана с силой излучения пульсаров. Рентгеновские снимки Чандры красных пауков ярче, чем черных вдов. Они производят больше энергии, потому что в зону их влияния попадают массивные звезды. Чандра отыскала в небе сразу 5 звездных хищников. Они находятся в шаровом скоплении Омега Центавра на расстоянии 17 700 световых лет от Земли. Все светила являются 18-миллисекундными пульсарами с уникальными свойствами. Пульсары раздувают безумные звездные ветры, которые сносят внешние слои их звезд-компаньонов. Для этого пауки подкрадываются очень близко к партнерам и буквально испаряют их своим излучением, разлагая на атомы. Примером может служить пульсар PSR J2039-5617. Он находится в тесном союзе с обычной звездой и нагревает своим излучением одну сторону компаньонки. В результате она светится более ярко, приобретая голубой оттенок, и постепенно испаряется.
Кроме того, гравитационная сила ужасного паука нещадно растягивает звезду. Пульсар вращается вокруг своей оси со скоростью 377 оборотов в секунду и активно образует облака заряженных частиц, поглощающих радиоволны. В отличие от Чандры, космический телескоп Джеймс Уэбб запущен лишь в 2022 году и на огромное расстояние – 1,5 миллиона километров от Земли. Это почти в 4 раза дальше, чем Луна. И там нет помех от космических станций и спутников. Обсерватория оснащена самым продвинутым оборудованием, потому видит очень далеко в инфракрасном свете. У телескопа есть камера NIRCam для ближних инфракрасных волн и MIRI для средних. По данным НАСА, эти инструменты настолько чувствительны к инфракрасному свету, что способны обнаружить даже тепло шмеля на расстоянии до Луны. Такое зрение позволяет телескопу заглянуть буквально на край Вселенной, где прячутся самые древние галактики и звезды. На его счету уже много подобных открытий. В туманности Ориона на расстоянии 1344 световых года от Земли Уэбб нашел... Как думаете, что именно? Заключать пари не стоит, поскольку выиграть его невозможно. Телескоп увидел то, чему пока нет объяснения. Сама туманность Ориона, которую наблюдала обсерватория, очень большая, красивая. С Земли ее можно увидеть невооруженным глазом. Правда, в этом случае Орион не впечатлит. Туманность будет выглядеть как нечто размазанное по небу с чем-то вроде тусклой звезды внутри. А вот на изображениях Джеймса Уэбба эта ближайшая к Земле область звездообразования получилась потрясающей. Настоящий космический шедевр с клубящимися облаками пыли и газа, взрывами и звездными лучами. Внутри этого невероятного космического коктейля найдено много странных объектов. И вот Уэбб добавил еще одно открытие к этому списку. С помощью телескопа астрономы рассмотрели в туманности Ориона более 500 свободно плавающих объектов. Похоже, они не могут жить в одиночестве. 80% незнакомцев держатся парами, образуя двойные системы. Эти большие шарообразные небесные тела массой от 0,7 до 13 Юпитеров по составу напоминают планеты. Анализ показал наличие водяного пара и метана в их атмосферах, но технически их нельзя причислить к планетам. У астрономов нет примера парных миров, которые свободно плавают по пространству без привязки к какой-то звезде. Пока эксперты назвали их двойными объектами массы Юпитера, или сокращенно Джамбо. Их возраст составляет около миллиона лет. По астрономическим меркам они совсем юные и горячие, как положено в таком возрасте. Если мы решим отправиться к любому из них в гости, то попадем на раскаленную сковороду. Все Джамбо разогреты до температуры в 1000 градусов, однако, по мнению астрономов, они недолго сохранят свой жар. Без родительской звезды таинственные объекты будут быстро остывать, потому вскоре приобретут температуру, близкую к обитаемой. И, может, какие-то симпатичные существа возникнут тогда в их газовых глубинах. Правда, ненадолго. Комфортную температуру Джамбо сохранит миллионы, а может миллиарды лет. Но затем объекты остынут, заледенеют и станут даже потенциально непригодными для жизни. Это один из возможных вариантов их эволюции. Прежде чем узнать обо всем точнее, таинственные небесные тела нужно лучше изучить. Пока астрономам не ясно, сформировались ли Джамбо прямо в туманности Ориона или были выброшены из планетарного диска какой-то звезды. Гравитационным тараном в данном случае могла, например, послужить пролетающая очень близко к системе массивная звезда. Это показали компьютерные модели ученых Шанхайского университета. В их симуляциях вокруг звезды, похожей на Солнце, вращалась пара планет массой с Юпитер. В каждой модели мимо системы пролетала звезда такого же размера, что и родительское светило этих планет. Ученые использовали несколько показателей скорости звезды, массы планет, их относительного расстояния от светила. Оказалось, что в 1-5% случаев гигантов типа Джамбо парами выбрасывало из системы. Хотя и с этой схемой тоже пока не все ясно. После выталкивания с орбит планеты должны хаотично разлететься по пространству. Что за сила вновь собрала их в пары? Теоретически здесь могла постараться гравитация других светил из плотного звездного поля Ориона. Однако данное предположение еще нужно проверить. Хотя туманность невероятно далеко, это под силу Джеймсу Уэббу. Телескоп ухитрился заглянуть
намного дальше туманности Ориона, буквально на край Вселенной. Что он там увидел? Там обитают галактики, настолько древние, что их можно назвать динозаврами Вселенной. Чтобы найти этих ископаемых, Джеймс Уэбб сделал снимок с самым высоким разрешением, которое ему доступно. Изображение покрыло участок неба размером примерно с песчинку в вытянутой руке человека. Но на подобном наноснимке отчетливо видны тысячи галактик, такими, какими они были 4,6 миллиардов лет назад. Возраст самой древней из них, глаз Z13, составляет 13,5 миллиардов лет. То есть мы видим галактику через 300 миллионов лет после Большого взрыва, что собой представляет небесный реликт. Астрономы уже выяснили, что это карликовая галактика, и она имеет массу в миллиард солнечных. Для сравнения, наш Млечный Путь в 500 раз тяжелее и в 60 раз больше в диаметре, чем глаз Z13. Ученые считают, что это вполне логично. Галактики, которые образовались на заре мироздания, не могут быть тяжеловесами. Для этого им бы не хватило звезд и других объектов, которых еще было мало в молодой Вселенной. Но недавно Джеймс Уэбб косвенно этот вывод опроверг. Космический телескоп откопал еще две галактики, которые тоже появились через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Один из этих динозавров неожиданно оказался очень большим. Галактики получили обозначения ADES GS-Z14-0 и JADES GS-Z14-1. Размер самой крупной из них составляет 1600 световых лет в поперечнике. Это открытие стало аргументом в пользу альтернативной версии. Ее суть в том, что первые галактики Вселенной росли гораздо быстрее, чем предполагают космологи. Но в любом случае даже крупным галактикам долго удавалось прятаться от астрономов в такой дали. Чтобы найти древний дуэт, астрономы исследовали небо в течение 5 дней. При этом использовали камеру ближнего инфракрасного диапазона Джеймса Уэбба. Исследователей впечатлили размер и яркость JADES GS-Z14-0, более крупного из пары галактических динозавров. Скорее всего, сияние могли вызвать их молодые и активно формирующиеся звезды. Однако после анализа длины волн света обоих объектов ученые не обнаружили признаков водорода и кислорода. А именно эти элементы часто наблюдаются в молодых галактиках, активно рождающих звезды. Словом, пока эти реликты Вселенной представляют собой сплошные загадки, как и ископаемые останки динозавров на Земле. Тем временем Джеймс Уэбб успешно продолжил свою археологическую экспедицию. На этот раз он откопал сверхмассивную черную дыру в центре галактики под названием Сирс-1019 на расстоянии около 13,3 миллиарда световых лет от Земли. Черную дыру удалось заметить благодаря яркому диску горячего газа вокруг нее. Монстр питается из этого диска и невероятно разъелся, до массы в 9 миллионов солнечных. Он примерно в 2 раза массивнее Стрельца А со звездочкой в центре Млечного Пути. Уэбб нашел еще несколько таких кандидатов в гигантские черные дыры в более далеких галактиках. Эту информацию еще предстоит окончательно подтвердить, но ученые уже пытаются выяснить, как дыры выросли так быстро. В случае с Сирс-1019 галактика имеет неправильную форму, с 3 яркими сгустками. Возможно, объект деформировался в результате слияния 2 или более галактик. Процесс привел к выбросу большого количества материи в сторону черной дыры. Слияние галактик привело к усилению звездообразования и подкинуло монстру богатую подпитку. Однако маленькой дыре звездной массы все равно не хватило бы времени для превращения в необъятного монстра. Но если она уже родилась гигантом, в десятки тысяч раз массивнее Солнца, все становится на свои места. По мнению ученых Рочестерского технологического института, событие произошло в результате прямого гравитационного коллапса огромного облака газа. На данный момент это лишь теория с некоторыми косвенными доказательствами. Впрочем, наблюдения Уэбба, по словам астрономов, уже приблизили их к некоторым ответам. Дальше него не видел Вселенную ни один космический аппарат. Но обсерватории приходится все рассматривать на огромном расстоянии, с большим трудом распознавая общие характеристики космических объектов.
Зато другие аппараты стали прямыми очевидцами тех событий, которые легли в основу открытий ученых. Они спускались прямо на поверхность различных небесных тел или подлетали к ним буквально вплотную. Марс – наш сосед и первый кандидат на колонизацию, потому к нему часто посылают зонды. Кроме того, марсоходы постоянно работают на поверхности Красной планеты. Они оставили следы своих колес на многих пыльных тропинках Марса, подержали в своих роботизированных руках объекты, которые оказались важным открытием для науки. Недавно марсоход Perseverance обнаружил нечто невероятное. Это всего лишь камень, но уникальный по структуре. Находка сделана во время исследования нижних склонов холма Ведьминого Орешника на краю кратера Эзеро. Ученые назвали камень заливом Святого Павла и считают его шокирующим уловом Perseverance. Что за чудесный булыжник попался марсоходу? Камень выглядит пузырчатым и похож на лягушачью икру или попкорн. Он состоит из сотен слихшихся вместе крошечных темно-серых шариков, каждый размером около миллиметра. Ничего похожего в окрестностях кратера Эзеро ни один марсоход до этого не находил. Позже оказалось, что камень со структурой лягушачьей икры там не единственный. Perseverance нашел еще несколько странных сферических минералов. Неизвестно, как образовалась данная порода и появилась в том регионе. На Земле довольно распространены минералы, состоящие из скоплений сфер. Ученые называют их гроздевидными образованиями. Их процесс формирования уже хорошо изучен. Но механизм появления камней с аналогичной структурой на Марсе может отличаться от земного. К тому же минералы из кратера Эзеро не совсем похожи на земные гроздевидные образования, такие как виноградный агат или гематит. Пока есть версии, что на Красной планете пузырчатые камни образовались из расплавленной породы, которая быстро остывает. Этот процесс мог стать следствием удара метеорита или извержения вулкана. Считается, что извержения на Красной планете были гораздо продолжительнее и интенсивнее, чем на Земле. Ученые долгое время были уверены, что эта активность осталась в далеком прошлом. Однако в последнее время исследователи всерьез задумались о том, что Марс нельзя назвать геологически мертвым небесным телом. Посадочный модуль НАСА InSight недавно зафиксировал на Красной планете толчок магнитудой 4,7 балла. Большинство подобных встрясок прекращаются в течение часа, а это продолжалось рекордные 6 часов. Всего за 4 года работы InSight зафиксировал более 1300 марсотрясений, по крайней мере 8 из них связаны с ударами астероидов. Сигнал от одного мощного землетрясения пришел в мае 2022 года. Он походил на другие, вызванные падением астероида. В связи с этим ученые начали поиски на Марсе свежего кратера шириной примерно 300 метров и шлейфа пыли, но ничего похожего так и не нашли. После этого исследователи пришли к выводу, что Марс трясло изнутри. Таким образом, не исключено, что на Красной планете иногда извергаются вулканы и продолжается образование странных пузырчатых пород, найденных марсоходом Perseverance. Они представляют собой богатый гематитом материал, который формируется при наличии воды. Была ли когда-то вода в кратере Эзеро? Ученые этого пока не знают. Но если брать не кратер, а Марс в целом, в прошлом вода наверняка заливала отдельные области Красной планеты. У ученых уже нет в этом сомнений, однако остаются другие вопросы. Например, сколько было воды и когда она исчезла. Данные китайского ровера «Журонг» показали, что воды на Марсе было чрезвычайно много. Достаточно для того, чтобы наполнить не только реки и озера, а целый океан. Двигаясь вдоль равнины Утопия, Журонг использовал георадар для исследования породы на глубине около 80 километров. Эта технология посылает радиоволны внутрь планеты. Когда они сталкиваются с материалами различной плотности, то отражаются по-разному, что позволяет создать трехмерную карту структур глубоко под землей. Наблюдения марсохода, проведенные с помощью георадара, позволили обнаружить на Марсе неожиданные особенности в изгибах и структуре поверхности. Они соответствуют песчаным пляжам, существовавшим на Красной планете 4 миллиарда лет назад.
По словам исследователей, это одно из лучших доказательств того, что в прошлом Марс заливал целый океан воды, которому дали название Deuteronilus. Ученые нашли доказательства, что раньше там дули ветры, плескались волны, а берега покрывал толстый слой песка. Данные георадара выявили толстые слои породы вдоль маршрута ровера, наклоненные вверх к предполагаемой береговой линии под углом 15 градусов. Аналогичный наклон имеют и древние ископаемые береговые линии на Земле. Все это не похоже на песчаные дюны, ударные кратеры или потоки лавы. Тогда ученые и задумались об океане. Ориентация найденных ровером объектов параллельна тому, какой была старая береговая линия. Толстые слои материала имеют правильную ориентацию и нужный уклон. Эти параметры подтверждают идею, что в течение длительного периода там существовал океан. Он и сформировал на своем берегу песчаный пляж. Судя по данным китайского марсохода, океан был очень большим, поскольку подпитывался из многочисленных глубоководных рек. В нем были приливы и отливы, волны и шторма, все как на Земле. Это показывает, что на Марсе существовал водный цикл в течение миллионов лет, период времени, соответствующий формированию таких отложений на Земле. Представляете, каким незабываемым был бы отдых на берегу чудесного марсианского водоема, да еще под восхитительными облаками Красной планеты. Их особенности открыл марсоход Curiosity. На снимках аппарата облака окрашены в цвета, рассеивающие свет заходящего солнца. Зеленые, золотистые, красные. Иногда это целая радуга красок, которые отливают перламутром. Облака слишком слабые, чтобы быть заметными при дневном свете, потому видны в основном лишь в вечернее время. Их состав тоже отличается от земного. Облака сотканы либо из водяного льда, либо на больших высотах и при более низких температурах, изо льда и из углекислого газа. При этом как раз последние иногда приобретают радужную окраску. Облака порой принимают форму белых шлейфов, которые плавают в атмосфере на высоте около 50 километров. Затем эти потрясающие сгустки тумана испаряются из-за повышения температуры. На короткое время в нижней части изображения Curiosity также являются облака из водяного льда, движущиеся в противоположном направлении примерно в 50 километрах над марсоходом. По словам ученых, возможным источником всех этих уникальных явлений могут быть гравитационные волны, которые охлаждают атмосферу. Снимки космического аппарата Юнона, который побывал на Юпитере, показали еще больше облаков. Это настолько сложное явление, что его практически невозможно досконально изучить с Земли. Однако Юноне, как гостю, газовый гигант открыл некоторые из своих туманных тайн. Изображения зонда отчетливо показали многочисленные яркие белые пятна и полосы на его поверхности. Они представляют собой очень высокие облачные вершины невероятных штормов газового гиганта. Бури состоят из особо плотных облаков и отражают много солнечного света. Юпитер вообще считается самым беспокойным миром в Солнечной системе. Его главная достопримечательность – знаменитый суперураган «Большое красное пятно», равного которому нет в Солнечной системе. Буря кружит на Юпитере с безумной скоростью более чем 800 км в час. Почему она длится рекордное для Солнечной системы время и никак не утихает? Ученые высказали предположение, что всему виной оболочка Юпитера. Он состоит в основном из водорода и гелия. У газового гиганта нет твердой поверхности, способной в результате трения ослабить бурю, как на Земле. Но оставалось непонятным, что подпитывает вихрь. Космический аппарат Юнона ухитрился заглянуть за плотную завесу внешних облаков Юпитера. По данным Юноны, ученые составили трехмерную модель Юпитера. На ней большое красное пятно простирается намного глубже, чем считалось ранее. На Земле буря такого размера поднялась бы выше Международной космической станции. Исследователи говорят, что сверху ураган похож на огромный блин, от которого вихрь воронкой закручивается вниз аж на 500 километров, а подпитывается шторм атмосферными струями, расположенными на глубине в 3000 километров. Ученые пытаются разгадать механизм движения этих течений. Данные космических аппаратов пока дают только одну подсказку.
Вверх и вниз струями перемещается атмосферный газообразный аммиак. Между тем, космический аппарат Юнона открыл многие другие особенности большого красного пятна. Вот как, согласно данным аппарата, нас встретит эта уникальная буря. Мы сразу столкнемся с ужасной гравитацией газового гиганта. Когда Юнона проходила над большим красным пятном, ее трясло, как при поездке на автомобиле по разбитой трассе. Сила притяжения большого красного пятна оказалась настолько сильной, будто на его дне пряталась загадочная планета. Но ничего подобного приборы там не обнаружили, только газовые слои. Хорошо, что же тогда находится внутри бури? Чтобы это узнать, нам придется сначала заледенеть при температуре минус 137 градусов, а затем прожариться в раскаленной до 227 градусов печи. Эта печь, возможно, объяснит, почему на Юпитере теплее, чем показывают расчеты и модели. Температура его верхних слоев атмосферы близка к земной, а ведь газовый гигант в 5 раз дальше нас от Солнца. Высказана гипотеза, что планету прогревает некая раскаленная область внутри атмосферы. Возможно, она как раз и находится в глубинах пятна. Эту область могут разогревать акустические и гравитационные волны. Затем тепло передается из нижних слоев атмосферы в верхние. Сейчас ученые исследуют механизм таких перемещений и надеются найти ответ на этот вопрос. Им поможет зонд JUICE, который Европейское космическое агентство запустило в 2023 году для исследования Юпитера и его спутников. Прибытие космического аппарата к системе огромной планеты запланировано на июль 2031 года. Второго газового гиганта Сатурн и его окружение мы тоже смогли увидеть с близкого расстояния. В этом помог космический аппарат Кассини, который в 2004 году прилетел в те края. Что ему удалось открыть? Прежде всего, зонд еще раз показал, что в Солнечной системе нет ничего прекраснее, чем 7 основных колец Сатурна. Все ярко сияют в небе. Они почти полностью состоят из чистого водяного льда, практически не покрытого пылью, а потому интенсивно отражают солнечные лучи. Кассини подтвердил, что по структуре кольца Сатурна представляют собой микроскопические части и целые глыбы размером от песчинки до двухэтажного автобуса. Кольца в основном состоят изо льда с примесью силикатов, железа и органических соединений. Если мы пройдем по пути Кассини, то наверняка заметим нечто невероятное. Зонд открыл, что в кольцах прячутся спутники Сатурна, и мы сможем увидеть в двух зазорах или щелях Киллера шириной 35 километров и Энка в 325 километров. Предполагается, что эти щели прорвали именно крошечные спутники, которые рождаются прямо в кольцах планеты. Но это еще не все находки Кассини. Одна из них касается внешнего кольца планеты под названием Феба. Это гигантская структура, в которой может поместиться миллиард таких планет, как Земля. Кольцо настолько разреженное, что мы можем пролететь сквозь него, не встретив ни единого обломка на пути. Внутри Фебы космический аппарат Кассини обнаружил небольшой ледяной сгусток. Со временем ему, вероятно, суждено стать новым природным спутником Сатурна. Диаметр этой ледышки пока не превышает 5 километров, однако она представляет собой потрясающее зрелище. Подлетев ближе к кольцу Фебы, мы увидим, что маленький объект сияет ярким светом в космической темноте. Открытие подобных спутников ученые считают очень важным, поскольку получают подсказку о формировании колец Сатурна, как происходит возникновение среди них лун. Пока исследователи не могут дать однозначный ответ. Однако уже понятно, что для будущих спутников кольца – очень опасная среда. Камни и огромные глыбы в любой момент могут сбить эти спутники с орбиты, выбросив в космос. Хотя у Сатурна и без них достаточно лун. У планеты 146 спутников. На один из них, Титан, спускался зонд «Гюйгенс», который Кассини вез на борту. Сам Кассини сделал несколько подлетов к другому спутнику Энцеладу и сделал там потрясающее открытие. Зонд приблизил нас к давней мечте человечества – найти жизнь в других мирах. Но какое отношение к этому может иметь Энцелад, ледяная луна, на которой не выживет ни одно существо?
Картина меняется, если, как Кассини, заглянуть внутрь этого крупного спутника диаметром около 500 километров. Его размер сопоставим со штатом Аризона или с Польшей. Из многочисленных трещин на поверхности Луны бьют огромные теплые гейзеры. Их струи указывают на то, что под поверхностью может находиться океан. С недавнего времени существует гипотеза, что водоем Энцелада обитаем. Космический аппарат Кассини добавил важные факты в пользу этой версии. Он много раз погружался в струи гейзеров и с помощью размещенного на борту спектрографа определил их состав. Вывод оказался невероятным. У спутника есть все химические элементы, необходимые для живых существ. По идее, такого на Энцеладе быть не должно. Диаметр и каменно-ледяной состав предполагает обратное. Спутник должен насквозь промерзнуть еще миллиарды лет назад, как и многие его соседи в системе Сатурна. Что за таинственные процессы согревают Энцелад, растапливают воду и поддерживают активность Луны? По мнению ученых, перетягивание гравитационного каната между Сатурном и крупным спутником Дионой сохраняют его внутреннюю часть теплой и динамичной. Из-за этого большая часть водяного льда, в которой превращаются выбросы гейзеров, падает обратно на поверхность спутника. В то же время значительное количество содержимого струй вырывается из-за слабого притяжения Луны и попадает на орбиту вокруг Сатурна. Из этого материала образуется самое внешнее и разреженное кольцо И в форме пончика. Недавно ученые отыскали среди данных Кассини еще один биомаркер – фосфаты. Эти органические вещества содержат фосфор и входят в состав живых организмов. Затем другая команда исследователей нашла еще одно важное органическое соединение – синильную кислоту. Кроме того, в глубинах океана Энцелада обнаружили следы большой химической активности, разнообразных реакций, необходимых для возникновения жизни. Обитают ли в подземном океане Энцелада какие-то существа, на таком расстоянии выяснить сложно. Для этого нужно отправить к спутнику еще один зонд. Космические аппараты способны тщательно там все рассмотреть. Это касается не только системы Сатурна, но и более далеких небесных объектов. Зонды уже заглянули на окраину Солнечной системы и вышли за ее пределы. В такую даль забрались два маленьких, но отважных космических аппарата – Voyager 1 и Voyager 2. Зонды показали нам, какие удивительные вещи происходят на границе Солнечной системы. Вот как проходило их невероятное путешествие. Когда зонды запустили в 1977 году, они направились к Юпитеру, Сатурну, Нептуну и Урану. После облета планет на Voyager'ах отключили камеры и некоторые другие приборы для экономии энергии. Однако оставшиеся устройства могли проводить исследования, отправляя результаты на Землю. Без особых приключений зонды добрались до границы Солнечной системы и достигли края гелиосферы, заполненной солнечным ветром. Они попали в область гелиопаузы, где уравнивается давление солнечного ветра и межзвездной плазмы. В этом загадочном месте, которое ученые раньше изучали лишь с помощью моделирования, зонды сделали удивительное открытие. Так исследователи ожидали, что магнитное поле галактики в районе гелиопаузы наклонено к солнечному магнитному полю. Но Voyager'ы не обнаружили изменений направления магнитного поля. Зато плотность частиц оказалась в 10 раз больше, чем в солнечном ветре. И вообще в этой области все устроено хуже, чем предполагали ученые. Зонды почувствовали в районе гелиопаузы всю жесткость космической среды, как говорится, на своей шкуре. Потоки частиц сталкиваются в том регионе на немыслимых скоростях. От этого они раскаляются и образуют страшную огненную стену. Собственно, ученые не знают, действительно ли там пылает огонь, однако вероятность этого очень велика. Что еще может происходить, если плазма на внешней границе гелиопаузы раскалена до 30-50 тысяч кельвинов? Кажется, невозможно пройти через такой ад, но зондам это удалось. Плазма оказалась очень тонкой. Ее слой намного меньше воздушного над Землей,
Поэтому Voyager'ы не разогрелись до критических температур и не вышли из строя. Открытие раскаленной стены для ученых очень важно. Именно гелиопауза является последней линией обороны Солнечной системы от опасных космических лучей и межзвездной пыли. Гелиосфера блокирует 70% смертельной радиации глубокого космоса. Без этого жизнь на Земле была бы невозможна. И огненная стена, которую обнаружили Voyager'ы, скорее всего, играет здесь важную роль. Но неизвестно, смогут ли ее преодолеть астронавты во время межзвездных миссий будущего. Это, по мнению астрофизиков Бостонского университета, во многом зависит от формы гелиосферы. Есть ли в ней какая-то безопасная лазейка для экипажей звездолетов? Раньше ученые считали, что пузырь гелиосферы имеет форму хвостатой кометы. Новые исследования данных Voyager'ов позволили предположить, что она может быть похожа на пончик или круассан. Тогда в гелиосфере окажутся зазоры, которые предстоит найти астрономам. Возможно, в этом исследователям поможет более тщательное изучение данных Voyager'ов. Сейчас зонды все еще продолжают работу за пределами внешней границы гелиосферы в межзвездном пространстве. На них отключили ряд научных инструментов для экономии энергии. Тем не менее, ученые рассчитывают получать с их помощью ценные сведения до конца 2030-х годов. Но даже после того, как Voyager'ы придется полностью отключить, их невероятное путешествие продолжится за пределами Солнечной системы. И одно из самых удивительных открытий именно в том, что космическим зондам удалось преодолеть такой путь. Кроме огненной стены, о которой мы уже говорили, они встречали еще множество смертельных препятствий. Так, до запуска Voyager'ов велись ожесточенные споры о том, получится ли пройти через пояс астероидов. Аппараты могло разнести на части, но к большой радости исследователей они благополучно проскочили мимо всех гигантских камней. Что еще Voyager'ы встретят по дороге? Мы это вряд ли узнаем, поскольку скоро перестанем получать от них информацию. Остается только пожелать замечательным космическим аппаратам счастливого пути. Они летят к другим звездам и планетам, а нам пора возвращаться на родную Землю. Какой мы увидим ее из космоса? В 1969 году это показали астронавты американского космического корабля «Аполлон-8», которые первыми высадились на Луну. Наша планета выглядит как прекрасный бело-голубой шар, и снимок назвали «голубым мрамором». Первый взгляд на Землю извне стал невероятным открытием для всего человечества. Астронавт Аполлона-8 Билл Андерс сказал, что экипаж проделал свой путь, чтобы исследовать Луну. Но самое главное, что ему удалось открыть, так это Землю. Ученые узнали от первопроходцев много нового об окружающей среде, климате и погоде нашей планеты. Также открытием стало то, как люди чувствуют себя на другом небесном теле при чуждой гравитации, усиленном воздействии солнечной радиации за пределами магнитного поля Земли. Важно и то, что члены экипажа впервые своими глазами увидели обратную сторону Луны и восход нашей планеты над лунным горизонтом. Сейчас другие космонавты продолжают исследования в безвоздушном пространстве. Работы в основном проводятся на Международной космической станции и во многом касаются медицины, физики, химии. К примеру, исследования на станции в области медицины помогли понять суть мышечной дистрофии и найти эффективные препараты для борьбы с ужасным недугом. Ценным для науки также было открытие возможности выращивать овощи и зелень на МКС. Уже сейчас астронавты регулярно собирают урожаи салата. На МКС ведутся разработки и в области фундаментальной науки. Так, в лаборатории холодного атома НАСА впервые воспроизвели на околоземной орбите пятое состояние вещества, так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна. Для этого атомы охладили до ультранизких температур. В дальнейшем планируется изучить их основные физические свойства способами, невозможными на Земле. Всего за 20 лет работы проекта в лаборатории было проведено 2500 экспериментов, и многие из них чрезвычайно важны для науки. Впереди у космонавтов новые исследования на МКС и полеты на Луну в рамках миссии НАСА «Артемида-2». Предполагается, что в 2026 году экипаж из 4 человек на борту космического корабля «Орион» облетит вокруг нашего спутника, а затем вернется на Землю.
Затем настанет черед человечества отправиться на Марс. Когда люди увидят чужие миры собственными глазами и пощупают их своими руками, то результаты для науки наверняка будут крутыми. В освоении космоса человечеству, как всегда, помогут луноходы и марсоходы. В НАСА готовят для запуска на Луну робота под названием «Вайпер», а Европейское космическое агентство готовит на Красную планету марсоход «Розалинд Франклин». Также продолжается освоение более дальних областей Солнечной системы. Беспилотный космический аппарат «Европа Клиппер» в октябре 2024 года полетел к Европе, спутнику Юпитера. Еще Европейское космическое агентство запустит космический аппарат «Инвижн» на Венеру в начале 2030-х годов. Кто знает, какие знания они нам принесут. Но без сомнения, будут яркие открытия и новые маршруты для наших путешествий.